Одна из самых колоритных и гостеприимных стран мира, Грузия поражает путешественников изобилием впечатлений. Здесь есть богатейшая история и теплое море, заснеженные горы и древнейшие святыни, таинственные пещерные города и невероятно вкусная кухня. С античных времен Грузия служила настоящим перекрестком цивилизаций, и при этом каждый ее уголок имеет что-то особенное. Поэтому в этом видео мы собрали короткую выжимку из 12 самых интересных мест Грузии, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Небольшой город Ахалцихия на юге Грузии, всего в 15 километрах от границы с Турцией, прежде всего знаменит своей великолепной крепостью Рабат, доминирующей над его историческим центром. Основанная еще в IX веке, эта впечатляющая твердыня на протяжении веков оставалась важным оборонительным и культурным центром региона. За свою долгую историю она неоднократно переходила из рук в руки, впитав наследие самых разнообразных культур. Так, на ее территории можно отыскать православную церковь, мечеть с минаретом, медресе, бани и сады, гармонично вплетенные в единый архитектурный ансамбль цитадели. В 2012 году крепость прошла масштабную реконструкцию, после чего стала одной из главных достопримечательностей Южной Грузии. В наши дни здесь работают музей, отель и рестораны, а со смотровых площадок открываются роскошные виды на город и горные пейзажи. Окруженный бескрайними виноградниками Алазанской долины, Тель-Ави является не только административным центром Кахетии, но и заслуженно снискал славу столицы грузинского виноделия. От обилия шато и виноделин в окрестностях просто рябит в глазах, а на многочисленных дегустациях можно отведать вина, изготовленные как по древним кахетинским традициям, так и классическими европейскими методами. Однако Тель-Ави — это не только о вине. Одно из первых упоминаний о городе встречается в трудах II века нашей эры у античного географа Клавдия Птолемея, а уже к периоду раннего Средневековья Тель-Ави превратился в значимый экономический и культурный центр. Успел город отметиться и столичным статусом. Не зря же его главным историческим памятником считается окруженный крепостными стенами дворец царя Ираклия II. Хватает интересных мест и в окрестностях, чего стоит один только монастырь Алаверди с собором XI века, считающимся одним из самых высоких в Грузии. Один из древнейших городов Грузии, Кутаиси, это настоящая находка для путешественников.
С историей, насчитывающей более 3000 лет, он нередко упоминается в трудах античных авторов в качестве столицы могущественного Колхидского царства. Бытует мнение, что именно здесь мифические аргонавты искали золотое руно. Сегодняшний Кутаиси – это один из крупнейших городов страны, органично сочетающий богатое прошлое, непринужденную атмосферу и обилие интересных мест. Его главной достопримечательностью является знаменитый собор Баграта, освященный еще в далеком 1003 году. Не менее знаковое место всего в 10 километрах от центра – средневековый Гелатский монастырь, славящийся своими древними мозаиками и великолепными фресками. Из природных жемчужин в окрестностях Кутаиси выделяют известный панорамными видами и подвесными мостами каньон Акация, пещеру Прометея и поражающий лазурными водами Мартвильский каньон. Гудаури – это крупнейший и самый популярный горнолыжный курорт Грузии, расположенный на склонах Большого Кавказа на высоте около 2200 метров. С современными подъемниками, открытыми трассами и обилием снега с декабря по апрель он великолепно подходит как для новичков, так и опытных лыжников. Курорт предлагает более 70 километров трасс разного уровня, но его главная особенность – это фрирайд. Благодаря отсутствию густых лесов, широким снежным полям и пухляку здесь самой природой созданы идеальные условия для катания вне трасс. Кроме того, Гудаури привлекает экстремалов возможностью заняться хелиски, катанием с вертолета по нетронутым снежным склонам. Не менее насыщена и летняя программа. В теплые месяцы здесь можно отправиться в поход, арендовать горный велосипед и даже полетать на параплане. Колоритный городок Сигнахи в регионе Кахетия часто называют городом любви. Расположенный на холмах с роскошными видами на Лозанскую долину и горы, он ведет свою историю с XVIII века, когда был основан в качестве укрепленного пункта для защиты от набегов. О былом значении городка в наши дни напоминают сохранившиеся крепостные стены с башнями. Однако Сигнахи – это не только мощная фортификация. Среди его достопримечательностей также выделяют Национальный музей с коллекцией работ Пиросмани, церкви Святого Георгия и Святого Стефана, а также монастырь Ботбе, где по преданию покоится христианская просветительница Грузии Святая Нино. Особую атмосферу городка дополняют мощеные улочки, уютные домики с резными балконами и, конечно же, винодельни. Отдельной фишкой Сигнахи является и круглосуточный дворец бракосочетания, привлекающий влюбленные парочки со всего мира.
Расположенный в живописной долине среди гор Малого Кавказа, Боржоми – это курорт, который едва ли нуждается в отдельном представлении. Благодаря целебным минеральным источникам он приобрел мировую известность еще в XIX веке. Уже тогда сюда частенько наведывались многие представители семейства Романовых, а позже поправляли здоровье и первые лица СССР. Среди интересных мест Боржоми выделяют Центральный парк, где можно попробовать знаменитую воду прямо из источника, канатную дорогу или Канский дворец в мавританском стиле, не менее богаты достопримечательностями и окрестности. Так, национальный парк Боржоми-Харагаули славится своей природой, а древний монастырь Мцване притягивает путешественников мистической атмосферой. Отдельного упоминания заслуживает и находящийся в 30 километрах Бакуриани. Будучи одним из известнейших горнолыжных курортов Грузии, летом он превращается в популярный центр активного отдыха, привлекая любителей хайкинга, верховой езды и живописных веломаршрутов. Находящаяся всего в 20 километрах к северу от Тбилиси, Мцхета – это не только древняя столица, но и духовный центр страны. В наши дни здесь проживает менее 10 тысяч человек, однако этот небольшой по любым меркам город ведет свою историю еще с V века до нашей эры. Главная святыня Мцхеты – величественный собор Светицхавели XI века, где по преданию захоронена риза Иисуса Христа. Еще одна знаковая достопримечательность – монастырь Джвари VI века, возвышающийся на холме примерно в 1,5 километрах от центра. Считается, что он воздвигнут на том месте, где святая Нино установила первый крест в Грузии. Аутентичную атмосферу прошлого дополняют мощенные улочки, старинные дома, остатки древней фортификации и целый ряд других сооружений с многовековой историей. Неудивительно, что именно памятники Мцхеты стали первыми объектами Грузии, включенными в список мирового наследия ЮНЕСКО. Самый известный курорт Грузии на Черном море – Батуми – это гораздо больше, чем крупный город с пляжами и красивой набережной. С историей, уходящей в античные времена, сегодня он привлекает путешественников ярким сочетанием исторической архитектуры, футуристических небоскребов и богатой субтропической растительности. Одним из главных магнитов города является Батумский бульвар, где расположены самые узнаваемые достопримечательности. Памятник Али и Нино, поющий фонтан, колесо обозрения с панорамным видом и необычная башня грузинского алфавита. Любителям искусства и истории стоит заглянуть в старый город, где сохранились здания XIX века в колониальном стиле, узкие мощеные улочки и многочисленные атмосферные кафе. Одной из жемчужин Батуми называют и ботанический сад всего в 10 километрах от города.
Основанный более 100 лет назад, он славится как один из крупнейших в мире. Неудивительно, что Батуми растет как на дрожжах, ведь многие путешественники, хоть раз побывавшие здесь, всерьез задумываются о переезде. Среди новостроек особенно выделяется Summer 365 – жилой квартал нового формата, специально спроектированный для тех, кто хочет комфортно жить у моря круглый год. Этот клубный комплекс заметно выделяется продуманной инфраструктурой. Закрытые уютные дворы без машин, детский сад, фитнес-клуб, стильные кафе и магазины – здесь предусмотрено все для комфортной жизни всей семьи. Современная архитектура, высокие стандарты строительства и атмосфера добрососедства делают Summer 365 идеальным местом, где можно наслаждаться жизнью у моря в любое время года. Ссылка на сайт проекта в описании под этим видео. Отправляйте заявку на консультацию, и, возможно, уже совсем скоро этот древний и такой динамичный город станет вашим новым домом. Одной из особенностей Грузии являются пещерные храмы, монастыри и даже целые города с историей, уходящей в глубину тысячелетий. Наиболее древний из таких объектов, возникший еще в дохристианскую эпоху город Уплисцихе, однако самым масштабным и впечатляющим считается Вардия. Основанная в XII веке, Вардия одновременно служила монастырем, крепостью и убежищем для жителей во время нашествий. Этот колоссальный комплекс состоял из 600 соединенных туннелями помещений, включая храмы, кельи, трапезные, винные погреба и даже бани. Главная святыня города-монастыря – украшенная фресками церковь Успения Богородицы, где сохранился единственный прижизненный портрет царицы Тамары. В 1283 году мощное землетрясение нанесло непоправимый ущерб комплексу, от которого так и не удалось оправиться. Тем не менее, Вардия продолжает оставаться действующим монастырем, привлекая путешественников к колоритам грузинского средневековья. Расположенный в сердце Большого Кавказа, регион Казбеги – это место, где от красоты и величия природы буквально перехватывает дух. Его главным магнитом является возвышающаяся более чем на 5000 метров над уровнем моря гора Казбек, одна из самых впечатляющих вершин Кавказа. Многие верят, что именно здесь был прикован мифический Прометей в наказание за передачу огня людям. У подножья Казбека среди горных пейзажей лежит поселок Степансминда, известный своим уникальным расположением и древними традициями. Еще одна знаковая точка региона – церковь Святой Троицы в Гиргете, построенная на высоте 2170 метров. Этот храм XIV века, возвышающийся на фоне снежных вершин, нередко называют одним из самых узнаваемых пейзажей Грузии. Привлекает регион и любителей активного отдыха. Здесь можно отправиться в поход к водопадам, искупаться в минеральных источниках, увидеть ледники, Дарьяльское ущелье и древние пограничные крепости.
Сванетию по праву называют одним из самых загадочных, живописных и самобытных регионов Грузии. Расположенный в сердце Кавказских гор, вдали от цивилизации, этот край сохранил необычные традиции, язык и даже архитектуру. Наиболее узнаваемым символом Сванетии считаются средневековые дома-башни, служившие одновременно и жильем, и крепостью. Многие из них великолепно сохранились до наших дней, придавая особый колорит местным селениям. Главным центром региона является Местия, где можно не только восхититься роскошными панорамными видами, но и глубже познакомиться с историей и культурой Сванетии. Еще одно знаковое место – Ужгули, община из 5 сел, расположенная на высоте более 2 километров над уровнем моря у подножья горы Шхара, высочайшей вершины Грузии. Во многом именно благодаря средневековому облику Ужгули вся Верхняя Сванетия была признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Столица Грузии, Тбилиси, с первого взгляда очаровывает путешественников своей богатейшей историей и невероятной атмосферой. Согласно легенде, город был основан в V веке, однако древние римские карты и находки археологов говорят, что поселения на его территории существовали гораздо раньше. Благодаря своему расположению Тбилиси веками служил перекрестком цивилизаций. Неудивительно, что его архитектура представляет собой гремучий микс разнообразных культур. Здесь обязательно стоит прогуляться по старому городу, заглянуть в знаменитые серные бани, полюбоваться видами с крепости Нарикала и сделать фото на футуристическом мосту мира. Впрочем, обилие интересных мест Тбилиси настолько зашкаливает, что упомянуть их все в рамках короткого видео физически невозможно. Поэтому перед поездкой обязательно скачайте себе наше мобильное приложение с аудиоэкскурсиями по Тбилиси, которое поможет вам увидеть все самое главное. Ссылку на приложение вы найдете в описании под этим видео. Если это видео вам понравилось, поддержите его лайком и подписывайтесь на канал, потому что именно ваши лайки вдохновляют нас создавать новые интересные видео для путешественников. Напишите в комментариях, какое из этих мест вам понравилось больше всего или какое из них стоило бы еще включить в этот рейтинг. Напоминаем, что в описании под видео мы оставили карту со всеми упомянутыми местами, а также ссылку на сайт Summer 365 для тех, кто хочет переехать жить к теплому морю. В Summer 365 продумано абсолютно все для вашего удобства и комфорта. Стильные лобби, безопасная территория, высококачественные материалы и дизайн интерьеров, созданный с безупречным вкусом. Это настоящий город в городе, где все на высшем уровне. Спасибо вам за просмотр и до встречи в новых интересных видео на канале.